Играешь в танки? Подписывайся на мой канал Индомита Вот и обязательно прожимай колокольчик. Здорово, танкисты, всем привет, с вами Серега, с вами Индомит. Сегодня у нас очередной обзор танков нашей любимой игры World of Tanks. Сегодня у нас на обзоре ПТ САУ советская 6 уровня, проходная прокачиваемая ветка Су-100. Вот. Обычная ПТшка выглядит как стандартный совок, да, то есть все одинаково у всех ПТшек советских. Вот. Так, у нас, давайте сначала пойдем оборудование посмотрим, уже по сложившейся традиции. Сегодня полноценный гайд, обзор по данной ПТ САУ, так что идем смотреть броню. Погнали. Итак, вот наша Су-100, да, вот она. Давайте смотреть рубку в части НЛД 58 в приведенке, ВЛД снизу 106, вверху 100, если так правильно поставим, да, правильно. 106, вверху 118, то есть основная бронеплита. Ну, есть броня, есть, иногда будете танковать СТшек, ЛТшек уж точно. Вот, но ПТ на 6 уровне, да и тяжи многие, да и СТ есть, на голде, конечно, будут пробивать ПТ 100%. Вот здесь стоит 121, здесь у нас еще гусеница, трак висит. Маска орудия 214, 179, 156, 190. Маску орудия лучше не стрелять. Вот этот кругляк вокруг пушки, он там дыра 110. Люк у нас 45, боковое бронирование 45, но углов горизонтальной наводки не хватит, чтобы танковать и стрелять от борта. Поэтому это все-таки больше кустовая ПТ САУ с какой-то есть броней. Засветитесь, даже что-то возможно отобьете, да, но уж точно не штурмовая. На 6 уровне дофига ПТ САУ, танков, которые... Да и обычными, и голдой вас будут, в принципе, нормально, преспокойно пробивать даже в руку. Но стоит чуть-чуть вот так задрать, и у нас уже еще все лучше. Даже так будут пробивать некоторые. Ладно, какая-никакая броня есть. Так, по броне выяснили, что-то у нас даже есть. Давайте смотреть основные модули в части пушек. У нас предлагается стоковая, вернее не прилагается, а сразу же ставится у вас 160 альфы, пробитие 120 основным, 161 голдой, вот это маловато. Дальше идут 2 седьмые, 250, и это у нас получается скорострелка, да. Да, хорошая точность, время сведения, но мы-то пойдем по другой ветке, мы пойдем вот на эту пушку. Нас интересует 122 миллиметровка Д25С. 390 альфы, 175 пробитие основным, 217 голдой. Да, заряжаются долго, 12,8 на стоке, да, 0,43 точность не самая лучшая, сводится долго, 2,9. Но альфа решает все, особенно пробитие на голдовом снаряде. Вот, ну, конечно же, нам тоже это все нужно. Рация нужна, чтобы стрелять по засвету наших союзников. Топовый двигатель, чтобы менять позиции. Топовую ходовую, чтобы на месте танка лучше крутился. По полевой модернизации. Во втором блоке рекомендую поставить облегченную ходовую. В четвертом блоке нам нужна скорость сведения. Либо точно, что нам нужно. Так, разброс, время святое, и то плохое. И то плохое. Размер, скорости сведения. Я бы, наверное, вообще ничего не качал, потому что у нас этот вариант сильно плох, и этот. Если мы что-то выберем, мы другой момент сильно ухудшим, а куда уже сильнее. То есть я бы здесь вообще ничего не качал. Так, к обзору и к незаметности после выстрела. Ну, наверное, я поставил бы и тоже бы, наверное, ничего бы не стал качать. Вот, ну ничего, мне и незаметность важна, и обзор важен. Вероятно, поставил бы, может быть, все-таки не к незаметности настройку эжектора, потому что все-таки мы стреляем большей части по засвету союзников. Но и бывает ситуация, когда мы остаемся одни и сами себе светим. Фиг его знает. Либо ничего, либо настройку эжектора. Касаемо полевой модернизации. Здесь есть у нас, скажем так, достаточно много сборок. Вот.
Первая сборка, вот как, например, у меня, это досылатель в основной слот, дающий дополнительный буст на огневую мощь, вентилятор и прицел. Это на ДПМ и на точность орудия сборочек. Также сюда можно поставить маск-сеть и стереотрубы, и это будет у нас на прям кустовая ПТ. Вот. Можно ставить еще как вариант вместо прицела, например, стереотрубы и оставлять вот дальше как есть вентилятор и досылатель. Либо можно ставить стереотрубы и усиленные приводы наводки. То есть вариаций на самом деле здесь много, но досылатель всегда остается в гнезде. Вот, все дальше уже подбираете под себя, как вам больше нравится. По снарядам. Основной ББХ летит 780, голда летит 975, почти косарь, и это очень классно. Но здесь самое приятное это альфа. Альфа прям маска. Так, по снаряжению стандартный комплект: ремка, аптечка, огнетушитель. Да, но поскольку я, как всегда, экипаж пересадил с топовой десятки, это объект 2684, не переобучал на этот танк, я поставил доп. Паёк хоть как-то нивелировать те потери, которые у меня из-за непереобученного экипажа. Но их тяжело перебить, поэтому я буду играть с большими потерями в тактико-технических характеристиках. Экипаж здесь у нас 4 члена экипажа. Первым перком командиру, лампу, всем остальным ремонт, вторым боевой брас и дальше качать, как показано в таблице. УВН у нас, кстати, минус 6, практически минус 5. Очень плохой. Да, это минус для этой ПТ САУ. По ХП 650 тоже не так уж как много. По мобильности у нас все хорошо. Максималка 50 вперед, 14 назад, 15, почти 16 лошадей на тонну удельная мощность. По незаметности 26%. И это связано с тем, что ни у одного члена экипажа не вкачан перк незаметности. Потому что это я снял с 2684 штурмовая ПТ САУ, зачем ей незаметность. Поэтому здесь она не присутствует. Но если вы в перк вкачаете, здесь будет где-то 38, около 40% незаметности. И перк незаметности, конечно, для этой ПТ САУ нужен. По обзору у нас нету ни стереотруб, ни просветленки. У нас всего лишь 350 метров и штраф 24. Так было 374. Поставите стереотрубы, будет далеко за 400. Вот, плюсы и минусы ПТшки. ПТшка, в принципе, небольшая, это плюс. По подвижности тоже плюс. По незаметности однозначно плюс. По броне однозначно плюс. На 6 уровне с такой рубкой это плюс. Она вас часто будет спасать и выручать. То есть рикошеты, не пробития будут и очень часто. По пушке это больше плюс, нежели минус. К минусам здесь можно отнести все-таки УВН отсутствие. Потому что даже время сведения, время заряжания и точность при 122 мм в такой альфе это норма. А вот УВН, да, это беда. Но опять же дрын огромный, поэтому я думаю с УВН такая ситуация. В целом обычная стандартная ПТ САУ с мощным орудием. Предлагаю уже отправляться в бой, пощупать, подергать за рычаги, посмотреть, как она играет в современном оружии. Погнали. Так, попали мы на Прохоровку, попали к 5-му УЛАМ. У нас обзор ПТ САУ советской, 6 уровня, Су-100. Обычная проходная прокрученная ветка. Так, сейчас мы ее проверим. Едем на аллею, направо. Я пошел. Единственное место, где реально можно побухать без палева. Можно на голду переключиться. Хотя ЛТшка.
Хотя и ЛТшка не одна. Армян из Чебуречных. Александр Родионович Бородач. Так-то. В ВК у нас ЛТшка заняла какую-то позицию неясную. Стоим, ждем, жертву. Блин, надо было мне подъезжать к Чито. Неплохо. Никого. Засвечусь и сразу ангар. А, у них алтовод на той стороне. У них на аллее кто-то поджал 167, возможно. Тут кто-то стоит уже. Чито ангар поехал. ЛТ вот идиот просто. Приветствую тебя, брат, категорически. Борьба идет, это хорошо, борьба. Пусть от ниже плинтусы! Артоводы теперь все обловить будут. Это бесполезно. Рискуем.
поскольку ЛТ на той стороне, можем себе позволить. Эх, был бы я сейчас на стереотрубах. Альфа сочная прошла. Так, кто из ЛТшек победит? Наша. Это уже хорошо. Теперь только ей надо отходить. Иначе ее там зажмут. Зря он упарывается на СТшку. О, какой у нас ЛТ вот крутой. ЛТ-вот у нас просто крутой. Так, что центр наш отлупили, да? ЛТшку отлупили, теперь они будут с той стороны нападать. По зеленке не пойдут. Да. На всякий случай, чтобы для Верочки голду подключим. Чтобы уж на 100% прошибать в любую проекцию. Но это Стоялова. Это Стоялова, господа. Ага. Кровелек на центре. Все ждут, когда будут нападать, чтобы, так сказать, принимать команду противника. У кого первого нервы сдадут? Вот вам Прохоровка. Нормально. Мой засвет, мой урон.
это приятно, черт побери. Ну все, план выполнили. 1400 суммарного урона сделали. Изи. Так, у них две ПТХи, Кромвель, Т-34-85, возможно, там, да? Наступать они теперь вряд ли будут. Наши не хотят, ну блин, Стояловым тоже заниматься нет желания. Он охранник с 20-летним стажем, мой наставник. Плати бабло, говорит! Бла-бла-бла. Начальника пришел! Что ты от меня хочешь? Базаром она фильтруй! Кто-нибудь приблизится хотя бы на метр, с тем такой же Блин, произойдет. убили в спину. Косорукая Ну ладно. свинья! Кто так играет, а? 2200 мы сделали сумму. Пусть теперь команда потеет. У них арта 2 СТ. Ну чё, мы молодцы. Первое место по урону. Еще и по засвету. Да, пробитие хорошее на пушке. В принципе, неплохая ПТ на топовой пушке. Даже говорить нечего. Ну тут ничья, я бы даже сказал. Ну какой есть бой, такой есть. Мы все-таки кустовая больше ПТ. Поэтому вот постояли, посветили, постреляли. Даже Тут пришла Иринка из продуктовой. да, бежит, 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 убежит. Нет. Давай. Все. Ничья. 30 секунд. Нет, ничья. Кромвель у них на центре стоит. Стоял. Вон он. Кромвель. Но обычная кустовая ПТ САУ с хорошей альфой, с хорошим бронепробитием. Если хотите покататься на кустовой ПТ, почему нет? Су-100 хороший вариант. Поэтому рекомендую. Правда, наверное, все-таки лучше на ней играть на... Я ее на точность заточил. Да, на точность, на ДПМ. Порой лучше на ней играть на маск-сете, может быть, даже и на стереотрубах, как вариант.
если чисто по кустикам, стоять на месте, быть незаметным. Ребят, пишите свои комментарии, есть ли у вас такая ПТ-САУ, какое вы используете оборудование на ней. Вот. А что мы там? А, нет. Нас чуть-чуть обогнали. 2 фрага 1580. В целом все равно неплохо. По опыту второе место, по урону второе. Вот, пишите свои комментарии по данной ПТшке. Мы ей ставим твердую 4. Я считаю, нужно назвать, ну, как заслуживает. Вот. Ставьте лайкос, подписывайтесь на канал. И до скорых встреч в наших новых обзорах. Пока. Играешь в танки? Подписывайся на мой канал Индомита Вот и обязательно прожимай колокольчик.